Доброе утро, Стоп Гейм, в эфире Инфакт. Возможно, вы помните, как Insomniac Games, авторы уже 3 успешных проектов про Человека-паука, подверглась атаке хакеров в декабре 2023-го. И тогда много кулуарных материалов, передаваемых внутри студии, стали внезапно доступны кому попало. 1,3 миллиона файлов касательно пока лишь только анонсированной Marvel's Wolverine утекли, и пользователи ковыряют эту глыбу до сих пор. Например, некто Данока29 из Reddit выложил на всеобщее обозрение целый внутренний трейлер игры и целевую кат-сцену, которые использовались в презентационных целях, а также несколько скриншотов из самой презентации. Хоть все это и стало достоянием общественности, показать здесь не могу, потому что правило, но и в целом осуждаю лично, однако ссылку для самых любопытных оставлю в описании. Помимо непосредственного геймплея, пусть и в ранних стадиях, любопытно было наблюдать среди референсов, на которые ориентировались создатели, такие фильмы и игры, как Джон Уик, конечно же Логан, Терминатор, боевку хотят сделать похожей на God of War Ragnarok, киношность как в Uncharted 4, стелс как в Assassin's Creed Unity, а еще кое-что хотят взять из Control, но это спойлер. Ссылка есть внизу. Возможно, вы вспомните и очень напоминающий по духу Bushido Blade файтинг на мечах Die by the Blade. В срок 2022 года игра выйти не успела, затем ушла в подполье, всплыла лишь в прошлом году во время очередного демофестиваля в Steam, и потом снова молчок. И вот внезапный свежий трейлер с датой выхода, а сверху послание от коллектива разработчиков, в котором они объясняют длительное отсутствие в инфополе. Оказалось, что издатель, который должен был выпускать Die by the Blade, видел игру несколько иной, что вылилось во внутренний конфликт. Чтобы вернуть контроль над проектом, было решено расстаться с компанией Quali, которая издатель и которая, как выяснилось, давлела над авторами, и они решили вернуть права на игру себе и заняться паблишингом самостоятельно. Новая официальная дата выхода игры на ПК 16 мая. До PlayStation и Xbox она доползет позднее, лишь в октябре. А в демку 23 года мы, кстати, успели зарубиться в рамках одного из демозоров. Если захочется посмотреть на живой геймплей, всплывашка к вашим услугам. Красочный Souls-like Enotria The Last Son тоже обзавелся трейлером, где афишируется дата выхода. Мы станем единственным героем, способным вывести мир вечной безумной пьесы из застоя и одолеть могущественных авторов, используя силу Ардор. Собственно, пьеса здесь и сеттинг, и обоснование некоторых геймплейных фич, вроде масок, которые будут отвечать за определенные стили игры, между тремя из которых можно будет свободно переключаться. Боевая система уже классическая, разные удары, парирование, возможности измотать врага. Дата выхода, указанная в свежайшем трейлере, 21 июня этого года. Поместье девочки в шортиках в Power Wash Simulator отмыли, Барчелло из финалки тоже, а теперь на сайте IGN появился трейлер со следующим кроссовером. Роботы, танки, космолеты и целый ангар из вселенной Warhammer 40 000. Расслабленно прославлять бога императора станет можно уже 27 февраля. Это летом 2023-го оказалось, что смешивать такие стилистические решения, как детализированное 3D, аниме, конкретно Dragon Ball, потому что проект ведет его создатель Акира Торияма, и селл-шейдинг мультипликацию, это странно и мало кому понравится. А сейчас Sandland выглядит очень стильно и, можно даже сказать, красивой. А вот интересно ли? На этот вопрос призван ответить 9-минутный разборный ролик от самих создателей, где те проходятся по основным геймплейным фичам проекта. Мир мистера Ториямы большей частью пустынный, и посему одним из главных необходимых всем его жителям ресурсов является вода. Ее мало. Но наши бравые герои Вельзевул, Вор и Шериф Рао отправляются на поиски затерянного в песках легендарного источника, попутно собирая и раздавая тумаки то бандитам, то диким зверям, то королевской армии. А раз мир большой, пригодится и разблокируемый транспорт от мотоцикла до натурального танка, и технику позволяется обвешивать всякими доп-детальками, включая двигатели и вооружение, и, разумеется, сверху на все это накладывается прокачка героев. Более подробно смотрите в видосике по ссылке на нашем сайте, искать ее в описании. Авторы российского ММО-шутера «Пионер» поделились картой одного из 4 крупных регионов игры Среднеземье. Для сопоставления масштабов изображения снабдили следующим описанием, цитата: «На юге локации вы можете найти город Цемнегорск». Нашли? Так вот, в свою очередь, уже размеры Цемнегорска равны или превышают размеры Припяти из последнего аддона к одной всем известной нам игре. Такие пироги. Конец цитаты. Релиз игры планируется уже в этом году. 29 февраля, в следующий четверг, компания Nacon проведет прямой эфир Nacon Connect, на котором предполагается поделиться свежими вестями, показом новеньких аксессуаров и анонсами игр компании. В ролике уже засветились такие проекты, как Raven's Watch, Crown Wars The Black Prince, Gridfall 2, Test Drive Unlimited Solar Crown и пока не названный тайтл по Терминатору. Вроде как речь о неанонсированном выживаче от внутренней студии Nacon. Само шоу будет длиться примерно полчаса, после чего следом пойдет выступление авторов сиквела Gridfall, где
предполагается некоторая дележка подробностями. На этом все на сегодня. Не забывайте про ссылочки в описании, а также заглядывайте к нам на сайтецкий stopgame.ru, где интересных новостей, видосиков, обзоров и другого контента всегда валом. Доброго дня!